Ну, привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. В сегодняшней нашей серии, друзья, я расскажу вам об истории, которая взбудоражила весь мой Новый год и держала меня в напряжении последние 20 дней. Это история покупки интереснейшего проекта, история покупки редчайшей машины, которую нам предстоит вернуть к жизни. Как вы уже поняли по названию и по картинке, это редчайший ЗИЛ, с которым мы будем знакомиться в наших сериях. Также с этим ЗИЛом немножко познакомился Миша Яковлев. Это известный блогер из Кировска, который, собственно, первый увидел эту машину, и я в том числе увидел в его видео. И он тоже там все хотел ее оживить, но получилось так, что она попала в руки именно к нам. И это очень-очень хороший знак. Вот. Мише передаю привет, мы с ним не знакомы лично, но тем не менее, в том числе благодаря его видео, я впервые увидел эту машину и тоже мне очень сильно захотелось ее, естественно. Это было несколько лет назад, но суть не в этом. Мише огромный привет, спасибо за то, что он делает, естественно. Вот, ну и что я хотел сказать, друзья, присаживайтесь поудобнее, буду рассказывать, что и как было, как покупал, как доставляли и тому подобное. Все постепенно, потихоньку расскажу. Ну, вам приятного просмотра. Естественно, заваривайте чаек, печенюшки. И пока завариваете чай, немножко расскажу об истории создания этого автомобиля. И в целом об истории создания вот такой уникальной трансмиссии бортового типа. Ну, буквально займет это несколько минут. Такие ЗИЛы были еще и военного типа, вот как у нас ракетовоз, но у нас гражданский ЗИЛ, и поэтому расскажу про гражданскую версию. Первый прототип под обозначением ЗИЛ-132 был построен в СКБ ЗИЛ еще в 60-м году. Автомобиль с равным расположением мостов по базе и управляемыми как передними, так и задними колесами спроектирован был как альтернатива ЗИЛ-131. Предусмотрел установку различных шин, и в том числе арочных. Колеса были без подвески, жестко установлены на раме. ЗИЛ-132 оснастили двигателем ЗИЛ-375, 180 лошадиных сил, как на нашем ЗИЛ-10х10, пятиступенчатой коробкой ЗИЛ-130 и раздаткой от ЗИЛ-157. На испытаниях он показал отменную проходимость, но для массового производства, к сожалению, оказался чересчур сложным. Этот единственный экземпляр, кстати, погиб при пожаре на заводе. Пауза длилась больше 10 лет, после чего СКБ сделала еще одну попытку. В мае 1974 года здесь был построен еще один прототип ЗИЛ-132Р. Вездеходу вернули подвеску, причем на этот раз независимую, на торсионах. Такое проверенное решение в те времена применяла чехословацкая Татра. А вот колесные редукторы оставили, чтобы обеспечить больший дорожный просвет. Появилась новая, более совершенная трансмиссия с синхронизированной коробкой передач и дисковые тормоза. Этот период шел параллельно с развитием космонавтики, в которой были проблемы с доставкой космонавтов, вернувшихся в капсуле из космоса до космодрома. И Сергей Павлович Королев обратился в СКБ ЗИЛ к Грачеву с просьбой разработать машину, которая не просто имела бы высокую проходимость, а проходила бы везде, даже сквозь тайгу по 2-метровому снегу. И в 1975 году были созданы первые экземпляры машины, которая войдет в состав комплекса «Синяя птица». Поисково-спасательные машины ЗИЛ. В космической поисково-спасательной службе безупречно трудится уже второе поколение автомобилей, не знающих себе равных по проходимости. Нередко только с их помощью удавалось решить поставленную задачу. Это комплекс машин для поиска и эвакуации спускаемых аппаратов космических кораблей и их экипажей. В базовой модели применена весьма нетрадиционная бортовая схема трансмиссии. Колеса каждого борта жестко связаны между собой карданными валами, так что раздельно буксовать не могут. Межбортовой дифференциал, находящийся в раздаточной коробке, можно заблокировать, обеспечить наивысшую тягу и резко повысить проходимость. Рулевое управление воздействует одновременно на передние и задние колеса, благодаря чему машина длиною 9 метров может развернуться буквально на пятачке. Как видите, она оснащена и 2 винтами, потому что это автомобиль-амфибия.
Далее схемой вездехода заинтересовалась МЧС и обратилась на ЗИЛ с вопросом о создании в 1990 году образцов пассажирской и грузовой поисково-спасательных машин. От серийного грузовика ЗИЛ-4331, пришедшего на замену ЗИЛ-130, трехосный вездеход получил два варианта кабины. Однорядную для пассажирского варианта и двухрядную для грузовика. А также силовой агрегат, дизельный двигатель ЗИЛ-645 мощностью 185 коней и 9-ступенчатую коробку ЗИЛ-4421. Все остальные элементы трансмиссии, подвески и ходовой части вездеходу подарил ЗИЛ-4906, легендарная синяя птица. Получился ее облегченный, упрощенный, но лишенный возможности плавать и одновременно в высшей степени проходимый вариант. Именно такой ЗИЛ мне предложил наш зритель Максим, за что ему, конечно же, огромное спасибо. Я не сомневался ни секунды, но был маленький нюанс, который потом, чуть позже, сыграет злую шутку. Но об этом вы узнаете в конце серии. ЗИЛ находился в Кировске, снежном городе севера России. Мороз минус 30, много снега. Машину пришлось забирать как есть, без осмотра и так далее. Но желание вернуть к жизни, покататься на такой редчайшей машине меня не останавливало ни перед какими трудностями и рисками. Дятел в голове стучал: надо брать, надо брать. Спустя 10 дней уже был найден трал, но возникла проблема загрузки. ЗИЛ не получалось сорвать с места даже КАМАЗом. Но потом расчистили весь снег вокруг, накачали колеса, и к вечеру парням удалось затолкать ЗИЛ на трал. Трал отправился в Псков к моему другу Вадиму на базу. Весь замерзший, но с наполненным кузовом настоящего северного снега. Я очень хотел вот именно, чтобы этот снег доехал, и все хорошо, он доехал, потому что как раз передавали плюсовую температуру. Ну, я не знаю, почему мне так хотелось этого снега, но очень-очень хотелось. К сожалению, естественно, я не успевал туда поехать, все нужно было решать вот так в один миг. Ну и хорошо, звезды сошлись, и все получилось. Это самое главное. Также огромное спасибо парням из МЧС, которые помогали его грузить. Наверняка они тоже смотрят. Огромное-огромное вам, парни, тоже спасибо. В Пскове его разгрузили. И огромное спасибо, конечно, всей команде, которая участвовала в этом процессе. Им пришлось, конечно, и там его выравнивать тоже на трале. Одним словом, намучились они, естественно. Но все получилось, и для меня это была очень хорошая новость. И уже через несколько часов я, собрав все необходимое для знакомства с этой машиной, летел на крыльях ночи в Псков навстречу очень желаемой машине. Вы же знаете, что я очень сильно обожаю ЗИЛки. Как только мы приехали в Псков, дорога прошла все отлично, да, устали, выезжали в 3 ночи. Вот я сразу взял камеру и, конечно же, поспешил что-то поснимать и вам показать. Ну и, конечно же, самому мне было очень-очень интересно. Ну что, первые эмоции, друзья.
Это крутая тачка, но первое, что я хочу сделать, это все-таки понюхать снег. Снег севера. Настоящий северный снег. Пахнет севером. Но и солью питерской. Да. Ну, наконец-то зелок переехал из морозного севера в более теплые края. Когда его грузили, он был очень-очень замерзший весь. Мне почему-то его даже стало жалко. Но сейчас он уже весь растаявший, правда, грязный. Что хочу сказать по состоянию. Первое впечатление такое себе, но мы приведем его в порядок. Нужна будет резина, потому что вижу, колеса такие слабенькие. Будем все это делать. Пока что он будет здесь находиться, в Пскове, будет стоять. Нужно будет нам оформить документы. И только после этого будем пытаться его забирать уже к себе домой на базу. Вот, нам поможет Вадим в этом во всем. Ему огромное спасибо за, ну, скажем так, помощь и за то, что не остался неравнодушен. Мир не без добрых людей, как я уже вам говорил 1000 раз. Друзья, ну что ж, первое впечатление, что машине, конечно, необходимо очень серьезное техническое обслуживание. Очень серьезно. А если вы планируете сделать ТО в ближайшее время, то лучше всего сделать это сейчас, пока дилеры делают огромные скидки. А найти выгодное предложение и записаться лучше всего через сайт autospot.ru, поскольку тут уже собраны все предложения на техобслуживание. И неважно, какая у вас машина, новый китаец или старенький кореец, просто вбиваете марку, модель и какое ТО планируется. На карте появляются все цены и скидки, а зафиксировать за собой лучшую стоимость можно всего в 2 клика. А так как все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, с гарантией у вас будет полный порядок. Скачивайте приложение Автоспот на телефон, чтобы скидки всегда были под рукой. Или переходите на сайт Автоспот. Ссылку я оставил в описании. Сегодняшняя наша задача познакомиться с Зелом и узнать, что это за машина, и попытаться запустить мотор, понять, что мы купили. Потому что покупалась эта машина вот так, а когда покупаешь машину вот так, то нужно готовиться к всяким разным сюрпризам. Но я морально готов, поэтому приступаем. Сейчас покажу вам в целом, как он выглядит. Водительская сторона у нас здесь более-менее еще колеса, хотя тоже поспустили все, их при разгрузке накачивали все. Но здесь моща, естественно, трос почему-то порван. Все-таки пользовались, видимо, лебедкой, либо кому-то понадобился трос. 2 варианта. С капотом нужно разобраться. Капот стоит мимо, большая огромная дырка здесь. Ну, это мы поднимем капот, посмотрим, потом поймем, что там и как. Ну, здесь такое средненькое состояние. Сама кабина в хорошем состоянии, низы, все. Внутри с большего он комплектный. Потолки, обшивки, все красиво, аккуратненько. Дипломат советский. Ну, машина интересная. Машина интересная. И она интересна только лишь своей компоновкой. Ну и в целом очень хочется познакомиться с ней поближе. Побыстрее бы уже запустить мотор. Пробег у нас показывает 27 тысяч километров. Скорее всего, что так и есть здесь. Ну, возможно, что-то накручивали. Естественно, обычно всегда накручивают. Но машинка классная. Немаловажный момент, в принципе, и основной, почему я не сомневался, это то, что есть на этой машине манипулятор. Не факт, что он рабочий, не факт, что он функционирует, но то, что он есть, уже интересно и очень, я думаю, будет удобно у нас на базе, он будет нас выручать. Сзади маленький кузовок, и, как я уже говорил, очень слабая резина, к сожалению. Вот, это создаст нам проблемы. Ну и будем ждать, когда растает снег. Там вроде бы, я смотрел, должна быть покрышка. Где-то там, под снегом. Но это не точно. Вот. Ну и задняя часть, свес очень огромный. Уникальнейшая трансмиссия с бортовыми редукторами. Состояние рамы хорошее, здесь все вообще ржавчины особо нету. Вот такая мощная, очень мощная конструкция.
Все, сейчас будем делать первые попытки запуска. Ну, точнее, подготовку к запуску будем осуществлять. И нам нужно открыть капот и посмотреть, что там и как. Все, я попал. Надо и приподнимать одновременно. Так я поставил на место. Ты поставил? Да, только куда его ставить правильно, не знаю. Он упадет сейчас. Ты думаешь? Здесь, по идее... А, тросики отломаны, да? Ну. Ну-ка, подожди. Не, он там есть тросик, Юр, я вижу. Где? Вон. Здесь опять отходить. Пускайте. Еще чуть-чуть. А? Пружина держит. Так, капот открыли с горем пополам, но он здесь немножко не попадает в кронштейн и чуть-чуть, видимо, где-то что-то подмят. Ну, мотор огромный такой, слушай, я думал, он поменьше будет. Давай мастицу проверим. Вот еще глянуть в жидкость, блин. Тоже сухо. Сухо. Капец, какие здесь амортизаторы. Какая подвеска, кардан и амортизаторы просто безумно огромные. Что, масла нету? Масло есть. И чистое причем. Но много очень почему-то его тут. Прям вон сколько. Ну, наверное, с антифризом. Антифриза, значит, нет, раз масла много. Не, масло не с антифризом. Тут что-то все разломано у нас. О! Ну-ка, пап, возьми, пожалуйста. Выможешь, Дима, Ложи зачем? на землю, ложи, пап. Ну, Нормально. Так, тормозухи тоже нету. Это фигня. Вообще видишь, как отломан, да? Да, он отломан. Кронштейн генератор. Но по коллектору вижу, что хорошее состояние, не обгоревший, ничего. Интересно, вращается он? Пытается вращаться, да? Это хорошо. Или нет? Да, там что-то он перекошенный у нас, натяжитель, да, какой-то мимо стоит. А что я слышу, что что-то... А, компрессор. Ага. Да, мотор можем прикурить. Что-то мне это не нравится. Что он не хочет вращаться. Но сейчас мы попробуем, это ерунда. Так, по антифризу. Бачок. Краники какие-то. Ну что, будем сейчас пытаться провернуть мотор. Надо с этого начинать. Так, ну у нас первое приключение. Это не проворачивается мотор. Залез я под низ. Попытался ключом, но у нас монтажки нету. Сейчас схожу, раздобуду монтажку и попробуем монтажкой прокручивать. Но как бы уже первое приключение. Вот, сейчас будем пробовать. Юра пока что попробует установить аккумуляторы, чтобы они тоже были готовы. Ходил за монтажками, сейчас попробовал мотор чуть-чуть проворачивать, пшикаем ВДХой. И ну где-то на 5 миллиметров он начал дергаться. Ну, будем надеяться, что сейчас удастся расшевелить его. Но, конечно, сюрприз такой не очень приятный. Пока работает ВДшка, сейчас попробуем одеть клеммы на аккумулятор. Вы уж извиняйте за качество съемки, но попробуем, что он покажет. Не искрит? Включи массу, Юр. Да не надо зажимать пока что, подожди. Не надо, я хочу зажигание включить, может оно... Подожди, так а у меня показывает ток. Она, значит, уже включена. Так я же включил его, нажал. Ну, выключи. Она ж не выключается. О, выключил. Нет. Меня показывает. О, что-то включилось. Надо снимать. Но замок не работает. И зажигание не включается, да?
Нифига, замок не работает. А сними клемму, может оно тут этот 24 вольт, это такая фигня какая. Не, типа есть, ну давай еще один. Давай, так не искрит он, бля. Не искрит? Не. Можно нажать на масло. Да я же тут все же, он нифига не работает. Ну, какие мысли? Стартером. Данила, I need help. Даже не сбегает. Ну. Чуваки, ну что? что? Вот так вот истекает, смотри. В корыто? Ну вот, да. Йо, дай камеру. Ага. В общем, приоткрутили мы поддон, и здесь стекает вода. Возможно, там замерзшее масло внутри в поддоне, и поэтому мы ничего не можем сделать, прокрутить мотор. Чистая питьевая. Да. А, кстати, она будет чистая. Скорее всего. Да, так что, ну вот, такой нюансик. Сливаем воду, там посмотрим. Дима, ты хотел понюхать снега? Да. Придется понюхать масло. Да, придется понюхать масло. Но сейчас он топливного снега нюхает. Греем поддон и параллельно сливаем. Саша помогает. Саш, передай привет зрителям. Привет, спасибо. Все прекрасно. Спасибо огромное. Он готов лежать под этой машиной, и это очень многого стоит. И вообще спасибо всем хорошим людям, которые нам помогают. Сколько мы там слили уже, Саш, как ты думаешь? Теперь мы, наверное, приближаемся к полулитру, но еще нету. Понял. Это плохо. Откручивать пробку я боюсь, и вы знаете почему. Сейчас будем откручивать пробку. Но этот момент... Бляха, муха. Нормально. Вот теперь похоже на масло. Да. Ну такое неприятное что-то. Ты нормально все, не вымазался? Все прекрасно. Ну это было классно. Слушай, ну сейчас уже получше масло пошло. Ну закручивать ее нету смысла. Нет, так сливать до конца все. Да. Но, скорее всего, что там уже льда нету. Да, потому что хорошо прошло. Да. И это тоже плохая новость, друзья. То есть не проворачивалось не из-за этого. Да. Сейчас будем пробовать копать дальше. Ну что ж, пока сливается масло, решил я посмотреть здесь. У нас, я заметил, не хватает кардана на передний мост. И также хочу залезть, посмотреть, может еще чего-то здесь не хватает, чтобы нам понимать всю эту ситуацию. Вот снизу залезть не могу. Вам могу показать, посмотрите, чего там, блин, не хватает еще, может. Интересно, где здесь привод манипулятора? Тоже очень интересный вопрос. Шланги порепанные, но целые. Телескопчик есть. Вот цилиндр в движении, и он раскладывается. Ну, неплохой, кстати, такой. Не очень он мощный, но вполне достойный, я думаю. Искренне надеюсь, что где-то лежит кардан, нужный нам. У нас есть какая-то бадья. Что это такое? Кто на опыте? У нас есть колесо. Какая-то палка. Колесо, кстати, более-менее. В общем, северный снег, мурманский, блин. О, второе колесо есть. Интересно, но это лысое. Кардана, видимо, здесь нету, ребятки. Боюсь, что кардана нету.
Вон что-то лежит. Непонятно. Ладно. Да. Ищу кардан. С нами батя сегодня. Не, его здесь нету. Батя не выдержал, тоже попросился с нами поехать. Пап, как у тебя дела? Нормально, прекрасно. Все волнуются, где батя, как там у него проекты. Я говорю, все нормально, потихоньку трудится. Вот настроим эту машину и уедем на север. На север? Да. Не, на север я больше не поеду. Ей уже севера хватило, я так смотрю. Поедем на юг. Не, на юг тоже никуда мы не поедем. Мы будем кайфовать с этой машиной вместе. Но когда это будет, я уже теперь не знаю, если честно. Ладно, немножко подизучил ее. Вот, наверное, там масло слилось. Сейчас попробуем еще крутить. Но, видимо, нужно нам будет вынимать все-таки форсунки и либо заливать в цилиндры керосин, либо что-то еще делать. Но будем что-нибудь принимать, какое-то решение. Ручник пневматический. Тормозная система здесь трансмиссионная. Сцепление тоже даже и не пахнет здесь. Ну, прям проблема. Ну и вот здесь чего-то не хватает. Посмотрим, разберемся. Накачка. Сама по себе машина очень интересная, конечно. Зилок. Такой он классный. Просторнейшая кабина. Аппарат. Это давление в шинах, это тахометр. Ну, как бы приборка идеальная для грузовика. У тебя есть вся информация о состоянии машины. Работы с ним предстоит очень много. И, как обычно, мы ввязались в какую-то дичь. И что будет с мотором, пока непонятно. И как нам двигаться дальше, я пока не знаю. Но будем смотреть. Масло все еще стекает. Я решил тут посмотреть по электрике. И здесь наши любимицы осы. Как обычно, блин. Я думал, на севере их нету, но оказывается, они там тоже есть. Ну и замок. Замок вроде бы весь подсоединен. Вся электрика вроде бы на месте. Но плюса у нас основного нету. Почему-то ничего не работает, кроме вольтметра. Вот замок. Интересно, здесь есть плюс. А где провода оборваны? Сейчас покажу. Со стартера? Который от стартера идет? Да. Я его пробовал подсоединять, но нифига. Вот этот, ну я соединял его, нифига. Да, ну можно его зачистить, попробовать, хотя бы посмотреть, что тут как. Может, я буду это сейчас хотя бы так соединю. Ну соедини, подержи. Но все равно ничего. Да. Ну это тоже как раз релюха, которая питает. Вот релюха, которая может ей нужна вот эта масса. Не, она заизолирована не просто так. Не просто так, но провод куда-то шел. И там. Миша, у тебя целая фигня отключенных проводов. Да, и какой-то функционал у них был. Ну да. Ладно, надо попробовать еще покрутить, помучить двигатель. Дима, Что? ну как у вас успехи? Сейчас. Задняя часть нашего зила. Так, карданы идут. Здесь раздатка стоит. И еще трансмиссионных 2 тормоза. И еще какой-то идет кардан. А, это, наверное, кардан на насос. Вот, да. Это выход. Это основная наша раздатка. На нее идет огромный кардан. И идет тяга длинная до задней части. Прикольно сделано, конечно, классно. Ну, основные карданы у нас на месте. Проблема только с передним карданом. Ну и небольшая проблема с мотором. Как мы ее будем решать, если честно, я пока что не знаю. Но сегодня мы точно не решим. Я вымучился уже весь промок.
Вот, масло мы слили, но толку никакого. Скорее всего, проблема в цилиндрах. Заливаем, друзья, масло обратно и вынужденная мера, возвращаемся домой. Ничего мы пока что сделать не сможем. Нужно будет что-то думать. Пока что ситуация вот на таком уровне у нас зависает. К сожалению, хотелось это все сделать красиво, но неважно, мы с вашей помощью и с помощью хороших людей все сделаем. Да, Сань? Все, огромное спасибо, что вы были в этой серии с нами. Заливаем маслица и стартуем домой. До дома нам 470 километров. Но вы обязательно подписывайтесь на наш канал. Дальше, я так понимаю, будет интересней и интересней. Все, всем хороших людей на жизненном пути и всем пока. Хотели попробовать снега мурманского, а попробовали мороза, Какого мороза? который сделал что-то с двигателем. И сейчас еще попробуем масло. Это Дед Мороз. Это Дед Мороз. Все, друзья, тут главное не падать духом. Я знаю, вы все это понимаете. Друзья, в общем, непонятно, сколько стояла машина, но, видимо, стояла очень долго. Вода попадала через впускной коллектор и, видимо, уничтожила внутреннюю часть поршневой. Все как у нас было в ЮМЗ, МТЗ и во всех тачках, блин. Никогда не покупайте машины, которые очень долго стояли. Это всегда будет косяк. Но. И не надо надеяться на чудо. Ну, стоит она не сильно долго, потому что веточка, которая в раму там засунута, она помоложе, чем, ну, не 5 лет, меньше она Но стоит. смотри, ее... И ходил он много, потому что, допустим, покажи заднее правое колесо, протектор стерт вообще. Он много ходил, этот зилок. Но у нее пробег 30 тысяч официально. Понял? На спидометре. Посмотри, как стерт. Ну не 130. Ну, не 130, конечно. Ну понимаешь, а в этом лежит 100 хорошее. хорошо. А там лежит еще два колеса. Одно хорошее, одно плохое. ты же Уже понимаешь, что их непонятно, могли поменять. От этого зелания, от этого. Ну что, там видно масло или еще надо лить? Нет, как Галя говорила: Дима, а почему я лью масло, а его там нет и нет? Снимаю? Все, друзья, еще раз огромное всем спасибо и всем пока.